Иногда женщины задают такой интересный вопрос. И звучит он так. Скажите, как мне все успевать? Вот и на работе, и дома, и мамой быть хорошей, и женой быть хорошей, и хозяйкой быть хорошей, и успешно карьеру свою строить, или бизнес свой, да, если женщина свое какое-то дело имеет. Как мне все успевать? Что бы мне еще такое успеть сделать, применить, чтобы все успевать? Интересный вопрос, правда? Женщина из состояния вот такого, знаете, паучка, у которого там 8 лапок, да, думает, какую бы лапку мне еще прирастить, чтобы все успевать. А по сути ведь человек находится в состоянии, когда почему-то ему очень хочется наполнить свою жизнь многозадачностью, множеством дел, что реально нереально успеть. И это значит, внутри есть такое напряжение, стресс, которое нужно чем-то поддерживать, обосновывать. И человек думает, чтобы еще мне такую в жизнь свою притянуть, чтобы еще побольше это напряжение чувствовать. Я не знаю, насколько я сейчас понятно это объяснила. Наверное, стоит это еще немножко проговорить, да. Основа здесь такова, что если нам в жизни мы оказываемся постоянно в какой-то проблематике, то не эти проблемы нас находят, а мы находим эти проблемы. То есть понятно, что проблемы какие-то разовые, это не значит, что мы их находим, да, вещи какие-то могут просто случаться, как говорят иногда, банан — это просто банан. Но если раз за разом мы все время наступаем на какие-то грабли, на примере женщины, если она все время все не успевает и насыщает свою жизнь по полной, да, то значит что-то внутри женщину эту толкает постоянно вляпываться вот в это напряжение. И тогда, когда эта женщина думает, что бы еще такое успеть, как бы мне научиться тайм-менеджменту, например. Слышали когда-нибудь такое, да? Надо мне, наверное, супер тайм-менеджменту научиться, и тогда я начну все успевать. Вот еще найду время научиться ему. Я однажды наблюдала такую интересную ситуацию. Одна женщина как раз-таки в таком состоянии вот этой мультизадачности, перенасыщенности жизни спросила одного интересного такого мудрого человека. Как бы мне научиться так тайм-менеджменту, чтобы наконец-то все успевать? И он ей сказал очень классную фразу, я ее запомнила. Просто посчитай, напиши список, все, что ты делаешь, посмотри, что можно не делать, без чего ты не умрешь, и перестань это делать. Перестань делать то, что не является необходимым. Перестань делать то, что ты не успеваешь. Расслабься. То есть вот люди в этом состоянии, они не умеют расслабляться, и это проблема. И они думают, что вот я сейчас все переделаю, а потом расслаблюсь. Но так не случается. Потому что это напряжение, оно не от дел, которые делает человек, не от того, что он себя перегружает. Он изначально находится в этом напряжении. Конечно же, это состояние называется стрессом. Это хронический стресс. Это стресс не от того, что происходит во внешнем мире. Это внутри стресс от какой-то травмы. И вот этот стресс и толкает к вот этой вот гиперзадачности, да, перенасыщенности жизни. И это состояние знакомо очень многим успешным людям. Потому что, конечно же, когда ты такой гиперзадачный, ты очень много делаешь, идешь куда-то, развиваешься, и многое получается. Но это очень сильно утомляет. Если у вас есть какие-то вопросы по этой теме или вообще по теме психологии, можете задать их в комментариях. Обязательно приду, прочитаю, постараюсь всем ответить. Если досмотрели до конца, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.